как подключить ИИ к Инстаграму. И главное, зачем нужен искусственный интеллект в вашей социальной сети, что он может там вообще делать. Сегодня в этом ролике мы поговорим не только о том, как подключить искусственный интеллект Claude или ChatGPT к вашему Instagram-аккаунту, но также обсудим, какие есть сервисы и какие автоматизации можно запускать с помощью этих сервисов. Я расскажу о 8 сервисах и о тех функциях, которые в них есть, и как это можно использовать для автоматизации вашего контента, поиска идей и анализа конкурентов. Меня зовут Илья, вы на канале Мистер Супер Нью. Поехали! И прежде чем начать, я хочу сказать, что подключение ИИ к Instagram состоит из двух объемных частей. Первая часть — это сервисы, через которые можно подключиться к Instagram и работать внутри Instagram. Как именно, какие функции, мы все разберем в этом видео. И вторая часть — это собственное подключение, когда мы берем собственные ключи и сами подключаемся к Instagram. Об этом будет вторая часть этого видео, которая выйдет позднее. Подробнее я расскажу в конце этого видео. А сейчас подробно о том, что будет именно в этом видео. Сначала мы поговорим о том вообще, зачем нужно подключение ИИ к Инстаграму, что он решает, чем он помогает и как функции, которые есть в Инстаграме, автоматизируются с помощью использования искусственного интеллекта. Потом я расскажу о 8 различных сервисах, которые работают с ИИ в Инстаграме и помогают автоматизировать функции. Я расскажу о том, чем они отличаются и как их можно подключить. В конце этого видео я специально сделал тест, как именно эти сервисы подключаются. Я взял большой пошаговый промпт, который делает полную аналитику аккаунта, расписывает весь контент-план на 90 дней вперед, и мы специально проверим этот промпт на тех сервисах, которые я буду показывать сегодня в этом видео. Поэтому устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Я работаю с искусственным интеллектом более 3 лет, и последние полгода я строю свою систему, где ИИ работает вместе со мной. И важная часть этой системы — это трафик. Трафик у меня идет через социальные сети. Я веду 4 социальные сети самостоятельно с помощью своих ИИ-агентов. И сегодня я буду рассказывать именно про подключение к Instagram. Для чего вообще подключают Claude или ChatGPT к Instagram? Вот 5 задач, которые ты сможешь закрыть, если подключишь искусственный интеллект к своему Instagram. Первое — это хочу знать, что зашло у меня в аккаунте, не открывая приложение. То есть я хочу понимать, какие у меня публикации набирают просмотры. Я хочу это знать для того, чтобы снимать контент, который действительно привлекает внимание. Именно так растут блогеры. Они не снимают все подряд, они снимают только то, что вызывает больше всего внимания у аудитории. А новый контент — это всего лишь тесты новых форматов. И с этим очень хорошо помогают автоматизации, которые связаны с искусственным интеллектом. Второй зачем — это хочу выложить пост или Reels, но не хочу заходить в свой собственный аккаунт. Когда мы выкладываем много контента, когда это происходит часто, постоянно, допустим, я в день выкладываю по 3, иногда по 4 единицы контента, заходить в Instagram и загружать каждую единицу контента, отмечая описание, необходимые теги и все нужные пункты, занимает очень много времени. С помощью автоматизации и искусственного интеллекта это время значительно сокращается. Например, я хочу узнать, что делают мои конкуренты или что вирусится сейчас в моей нише. С этим тоже мне помогут автоматизации, которые я могу сделать с помощью подключения к Instagram. Как это работает, я расскажу сегодня в этом ролике. Наверняка многие из вас видели такой пример, когда вы пишете кодовое слово под Reels, и вам приходит ссылка в Директ, или вас отправляют на Telegram-бота. Так вот, такие автоматизации тоже можно делать с помощью искусственного интеллекта. Или вы хотите, чтобы в вашем Директе отвечал ассистент. Например, у вас компания, и вам пишут клиенты. Вам нужно, чтобы с этими клиентами быстро завязывался разговор, потому что если клиенту не ответили, он ушел к другому продавцу и купил у него, а не у вас. Но если ему сразу же ответили, как только он написал, скинули прайс или вывели на менеджера, узнав его потребности, то велика вероятность, что клиент останется с вами. Это тоже позволяет делать автоматизации, которые вы можете создать, подключив свой Instagram-аккаунт к искусственному интеллекту. Если вы только начинаете пользоваться искусственным интеллектом и ваш уровень начальный, я рекомендую вам посмотреть мое видео полный гайд по Claude. Ссылка на это видео появится сейчас здесь на экране. Поговорим о том, какие сервисы сегодня будут в моем видео. Все эти сервисы тестил я самостоятельно. Некоторые из них использую я сам лично, и сегодня я буду рассказывать и показывать, как я это делаю. Конечно же, таких сервисов значительно больше, и может быть здесь вы какие-то не увидите, поэтому если вы пользуетесь другими или хотите, чтобы я сделал обзор на другие сервисы, и то, что здесь я сегодня вам расскажу, вам будет мало, пишите об этом в комментариях. Я отвечаю в комментариях лично и все вопросы разбираю. Итак, сегодня мы поговорим о таких сервисах, как ChatPlace, vidIQ, Metricool, Epify,
Postis и Upload Post. Сейчас мы внимательно сравним все эти сервисы. И это то, что вы нигде практически не найдете. Я не нашел ни одного видео на YouTube или где-либо еще, кто бы сравнивал эти сервисы и рассказывал их плюсы и минусы. Я это все проверял лично, и поэтому я подобрал свое собственное подключение, потому что я не нашел ни один сервис, который бы отвечал всем моим критериям. Итак, давайте пройдемся по тому, какие есть сервисы, и будем сравнивать их по следующим критериям. Это аналитика своего аккаунта, это публикация, это аналитика конкурентов и трендов, это ответы в директе, и это кодовое слово, по которому приходит рассылка или проверка подписки и выдача какого-то лид-магнита. Итак, сервис ChatPlace. Наверняка многие из вас слышали. Если нет, то ссылки на все эти сервисы обязательно будут внизу под этим видео. ChatPlace позволяет делать аналитику своего аккаунта, не делает публикации, позволяет делать аналитику конкурентов и аналитику трендов, но, внимание, это делается через отдельный сервис Viral, и это делается за кредиты, то есть это не входит в общую подписку ChatPlace. Он позволяет отвечать в директе, причем у него можно настраивать своего собственного AI-ассистента прямо внутри сервиса ChatPlace, и даже не нужно для этого покупать подписку ChatGPT или покупать подписку Claude. Это все внутри у ChatPlace уже встроено. Как это работает, расскажу чуть позже. И, естественно, он может выдавать материалы по кодовому слову. Это основная функция, с которой он создавался. Следующий сервис — это сервис vidIQ. vidIQ задумывался как сервис помощи и аналитики. И, естественно, у него практически нет никаких функций, кроме анализа конкурентов и анализа трендов. И vidIQ задумывался как сервис для помощи на YouTube. Но также не все знают, но он может помогать и в Инстаграме. И он может искать конкурентов, искать тренды и анализировать ролики, что практически мало кто может на тарифах с подпиской. Это можно делать только на платных API-ключах. Об этом я тоже расскажу чуть позже. Следующий сервис — это Metricool. Metricool практически закрывает все запросы, которые есть. Единственное, что он не может отправлять по кодовому слову, частично это может делать, но остальные все запросы он может делать. Единственный нюанс, что именно отправка Reels в пробный режим недоступна практически у всех этих сервисов. Она делается только через Instagram Graph API, то есть через сервис, который официальный от Инстаграма. Как это сделать? Об этом во второй части этого ролика. Здесь я расскажу только о публичных способах. Следующий сервис — это Apify. Apify дает аналитику своего аккаунта. Он на тестовом прогоне бесплатный практически, то есть вы можете сделать аналитику своего аккаунта бесплатно, но дальше он будет стоить примерно там $25 в месяц, если вы хотите еще конкурентов и трендов узнать с него. Сервис Postis дает частично аналитику своего аккаунта и дает публикации. Чаще всего его используют для автоматизации, чтобы публиковать большое количество видео. Upload Post практически то же самое. Большое количество видео на большое количество площадок. Мы сейчас посмотрим каждый из этих сервисов и посмотрим, какие есть площадки. Сервис Post My Post — это русский сервис, который позволяет оплачивать с российских карт, и в том числе он позволяет выкладывать на такие площадки, как Рутюб, ВКонтакте и другие русские площадки. Очень удобно, если вы ведете русские аккаунты, и вам нужно дублировать контент на эти площадки. И сервис ManyChat — это как раз-таки уже американский сервис. Его отличие от всех остальных заключается в том, что он может писать первым. То есть, когда на вас подписывается кто-то в Instagram, ManyChat может писать этому человеку первым. Таким способом общения обладают очень-очень немногие сервисы. Никто из этих сервисов не может так делать, кроме ManyChat, потому что для этого нужно специальное разрешение от Meta. Но для того, чтобы это работало, вам нужно закинуть на аккаунт примерно 100 евро. То есть, если у вас нет потока входящих сообщений, это не имеет никакого смысла. Ну и последний — это свой ключ. То есть, мы можем самостоятельно создать свой ключ и подключиться к Instagram самостоятельно. Это довольно трудоемкая процедура. Она содержит примерно 13 последовательных действий, и в этом видео я не буду об этом рассказывать, потому что, чтобы показать это, мне нужно протестировать это на себе. У меня это уже работает, но я хочу отдать это вам, так чтобы у вас это работало точно, а не просто рассказать, как красиво у меня это работает. И поэтому, для этого нужно время, и мне нужно создать такой процесс, который будет воспроизводим у вас. Поэтому сейчас я покажу каждый из этих сервисов, мы поговорим об их стоимости, о том, как подключить эти сервисы, но про собственное подключение бесплатное у меня будет отдельное видео. Если вы хотите, чтобы это видео вышло, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и пришлите это видео
видео тому, кто ведет свой аккаунт в Instagram. Я думаю, что ему точно это будет полезно. Итак, поговорим о стоимости. Сколько стоит, собственно, это прекрасное удовольствие? ChatPlace примерно 2000 рублей в месяц, но это базово. Если вы хотите, чтобы у вас из Инстаграма лиды падали еще и в Telegram-бот, то это будет стоить еще плюс 2000 рублей в месяц. Но если вы хотите еще и аналитику виральных постов, то это будет стоить примерно около 15 тысяч рублей в месяц еще сверху. Итого около 20 тысяч, если вы хотите полный пакет. Считайте сами, чем пользоваться. VidIQ. Сейчас VidIQ Boost продается за 199 в год или $16,6 в месяц. Как мы помним, только аналитику он дает, но у него еще внутри есть встроенный помощник. Я это сейчас покажу чуть позже. Я его покупал в начале года, когда у него была скидка, он продавался за $100 в год. То есть это было вообще ультра дешево. Я купил его на год, но сейчас вот его можно купить за 200 на год. Metricool от $20, Epify от 29. У них довольно гибкие тарифы. Мы сейчас чуть позже все посмотрим. Postis бесплатно, если на своем сервере. Если у них облачен, то тоже примерно от $25. Upload бесплатно, 10 загрузок в месяц. Дальше уже от, по-моему, 15 или от 19. Сейчас посмотрим точно цены. PostMyPost 450 рублей в месяц. Ну и ManyChat от $15 в месяц. Как я говорил, но это от. Нужные функции начинаются от 100 евро в месяц. Но еще у него есть хитрость тарификации. То есть чем больше трафика, тем больше вы платите. Поэтому с ManyChat будьте очень осторожны. У всех этих сервисов есть два важных отличия. Это подключение. То есть как именно этот сервис подключается к вашим ИИ-инструментам. И есть два пути. Первый путь — это MCP. Это Model Context Protocol, когда ИИ подключается к другому сервису самостоятельно, очень легко, очень просто. Вы делаете ссылку и подключаете. Как это сделать, сейчас расскажу во второй части видео. И второй — это API. API старый добрый. Это чуть сложнее, но в принципе тоже можно сделать. Соответственно, MCP поддерживается ChatPlace, VidIQ, Epify, Metricool, Postis и UploadPost, а API только у PostMyPost и ManyChat. Ну, как есть. Итак, давайте перейдем ко второй части видео. Я обещал показать, как это на живом примере, как можно подключить. Мы посмотрим, как подключить ChatPlace, UploadPost, VidIQ, может быть, что-то еще увидим. Начнем с ChatPlace. Как подключить? Да практически очень легко. По шагам. Значит, сначала в Клоде подключаем Custom коннектор, потом авторизуемся в ChatPlace и потом получаем коннектор в чате. Как это сделать в реальности? Давайте смотреть. Переходим на сайт ChatPlace. Я уже залогинен, вот ссылка appchatplace.io. Еще раз говорю, все ссылки, все будет в описании этого видео. Если вы хотите полный гайд, как это все работает, тогда в описании этого видео будет ссылка на бота. Бот вам пришлет полный гайд и предложит подписаться на мою рассылку, которая называется «Система контроль деньги свобода». Очень полезная рассылка, я рекомендую подписаться и узнать, как по-настоящему эффективно можно работать с искусственным интеллектом. Собственно, мы внутри аккаунта ChatPlace, и нам нужно перейти в настройки. В настройках есть API-ключи, и здесь очень простая инструкция. Как подключить? Здесь все написано. Endpoint, авторизация. Да? Для тех людей, кто ничего не понимает, ничего страшного. Это все супер просто, супер легко. Открываем наш Клод. Клод должен быть установлен у вас на компьютере. Можно, конечно, открыть браузерную версию, без разницы вообще. Переходим в настройки, Settings. Дальше переходим в Connectors. Здесь вверху нажимаем Add Custom Connector. Здесь пишем Name ChatPlace. Вот сюда вот вставляем ссылочку Remote MCP Server URL. Вставляем вот эту вот ссылочку и нажимаем Add. После этого вы, естественно, должны быть залогинены в ChatPlace. До этого нужно зарегистрироваться. Он вас перекинет на страницу регистрации, на страницу авторизации точнее. И на этой странице вы зайдете в ChatPlace, и у вас появится вот такой вот коннектор ChatPlace Custom. Его нет в магазине, поэтому он подключается через Custom. Все коннекторы, вот посмотрите, у меня здесь есть VidIQ коннектор, он тоже Custom, он тоже подключается точно так же. Если вдруг забыли как, можете вернуться назад и пересмотреть еще раз. Итак, мы разобрались, как подключить Клода к MCP ChatPlace. Точно так же мы подключаем к MCP кодекса. Теперь посмотрим, что есть внутри сервиса ChatPlace. Здесь есть ответы на комментарии, приветственные кнопки, здесь есть и менеджер, который настраивается и отвечает в вашем директе людям, которые пишут. Здесь его можно настроить. Если вы можете настроить его самостоятельно, он настраивается очень легко. Если вам нужна какая-то помощь, пишите под этим видео в комментариях. Я оставлю ссылку на свой Telegram. Там можно написать мне напрямую и попросить вам настроить. Тоже это я все делаю. Здесь есть автоматизации. У меня здесь настроены вот эти вот автоматизации. Все вот это вот я настраиваю с помощью своей системы. Как я уже говорил, у меня моя система работы с ИИ. Я об этом говорил в другом своем видео, в прошлом видео. Ссылочка тоже сейчас здесь появится. Как я работаю
работаю с ИИ, у меня есть чат, где я настраиваю работу с чат-плейсом через ИИ. Вот так работает моя система. Вот у меня есть чат, где я работаю именно с ChatPlace, он называется ChatPlace Funnel, то есть моя воронка в ChatPlace, и я прошу его прямо в чате голосом, то есть я вот это вот все руками не настраиваю, вот эти вот все воронки автоматизации я не настраиваю руками. Я прошу его здесь настроить это все, и он это все делает через MCP, то есть моя ИИшка подключается сюда и делает это самостоятельно. Не я в браузере делаю, это важный момент, а она это делает сама здесь. Я только голосом диктую, что делать. В итоге у меня получается вот такие вот рассылки. Вот я проверял, вот у меня падает мой гайд по тому, как настраивается моя система, рабочее место, которое помнит система работы с ИИ. И, соответственно, вот так вот выглядит моя рассылка. То есть он делает тестовые рассылки сам. Есть у нас проблема, вот не было пробелов. Я ему сказал, говорю, поправь пробелы. Он взял, поправил, теперь нормально все переносится. Что касается ChatPlace, мы разобрались. Все очень просто. Теперь давайте перейдем дальше. Какие есть еще сервисы, кроме ChatPlace? Мы поговорили про Upload Post. Upload Post довольно обширный. Вот мы сейчас на странице Upload Post. Его чаще всего используют для контент-заводов, потому что он позволяет выкладывать и в TikTok, и в YouTube, и в Threads. В общем, у него очень, как видите, большой объем, куда можно вообще выкладывать. У него есть свой MCP. Вы точно так же можете подключить, вот как я сейчас показывал, MCP к своему клоду или к своему кодексу, без разницы. Берем ссылочку с GitHub, вот он прямо отсюда копируем и отправляем свой клод или отправляем свой кодекс и говорим, помоги мне подключить эту ссылку. Эта платформа позволяет нам загружать видео и даже в отложенном и фото в отложенном режиме на наши площадки. Очень удобная история. Какие здесь есть цены? Фри тариф, как я говорил, 10 загрузок, дальше $16 в месяц дает неограниченное количество загрузок, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, ну и так далее. В общем, можете, говорю, ссылочки оставлю все внизу, можете пойти посмотреть, подобрать под себя, что вам больше всего будет подходить. Напомню, Upload Post больше для загрузок. Следующий сервис Epify. Epify, напоминаю, дает возможность искать, да, то есть это больше для поиска, для идей, для анализа. Вот Epify здесь очень хорошо подойдет. Плюс, если у вас нет денег, то здесь фри тариф, в принципе, даст вам возможность вполне себе проверить хотя бы свой аккаунт и узнать, чего такого у вас в Инстаграме не идет. Хотя особо я бы не доверял, честно, вот этой вот яичной истории, типа проверь мой аккаунт, потому что, ну, он из пальца будет высасывать. Чтобы реально проверить, нужно реально анализировать вашу нишу, делать хороший подход, смотреть конкурентов. То есть, ну, вот так вот, как вам в рилсиках показывают, типа, вот это подключи, вот этот промпт напиши, и все, и у тебя сразу 1 миллион подписчиков будет. Так не работает нифига. Но как бесплатный инструмент вполне себе норм. С какими платформами работает Epify? Это TikTok, это Google Maps, веб-сайт, в общем, здесь куча всяких платформ, можете сами зайти посмотреть. Я практически этим не пользуюсь, но еще раз говорю, для бесплатного анализа своего аккаунта очень даже подойдет. Идем дальше. Metricool. Прекрасный сервис, позволяет выкладывать Instagram, TikTok, YouTube, Threads, Twitter, Twitch, Google Business, ну и в принципе все, что нам надо здесь есть. Стоит от $16 в месяц и на самом деле практически закрывает все проблемы и все запросы. Единственное, что здесь оплата будет только иностранными картами. Ну, практически у всех этих сервисов есть оплата иностранными картами, поэтому как бы здесь, ну, ничего вы с этим не поделаете, нужно с этим уже мириться. Ну и последний сервис, который я хочу вам показать, сервис аналитики, которым пользуюсь я. Вот мои запросы прям все идут. Он дает 2400 кредитов в месяц. На моей подписке он постоянно обновляемый. Подключается он, в принципе, также вот мы идем настройки учетной записи и переходим в вкладочку MCP. У нас есть адрес, который мы знаем, куда уже вставлять, Add Custom Connector. У нас есть APK, который мы также отдаем нейронке, и все. Здесь больше, конечно, плюса все-таки в работе с YouTube, потому что здесь есть свой собственный ИИ внутри, который может делать вот аудит каналов, идеи для видео может подсказывать. Когда я буду записывать, как подключать ИИ YouTube, я обязательно про этот сервис более подробно расскажу. Но сейчас точно останавливаться на этом не буду. Половина из этих сервисов это всего лишь обертка, то есть она берет официальный API и
делает из этого какой-то сервис. Конечно, вы все это можете сделать руками, но если у вас нет профессиональных навыков, вы там не программист и не работаете с ИИ очень часто, то эти сервисы реально помогают автоматизировать те процессы, о которых мы говорили в начале видео. Ну и для того, чтобы делать аналитику конкурентов, нужна своя собственная база, подключение к платным API, и это делают сервисы Epify, Metricool, vidIQ, Viral, ChatPlace, или есть еще платные API, об этом я буду говорить в других видео. Ну а теперь, когда мы поговорили о том, какие бывают сервисы, как их можно подключить, я предлагаю посмотреть реально на реальном примере, какие же есть функции и что можно делать, допустим, в обычном Инстаграме или в обычных сервисах, и как эти же функции можно делать с помощью искусственного интеллекта. Я буду показывать специально на нескольких примерах. Я буду показывать в Cloud Chats, я буду показывать в ChatGPT Codex, и я буду показывать в своей системе, о которой я рассказывал в прошлом видео на своем YouTube-канале, ссылочка будет здесь. Итак, начнем с самого простого, самого базового. Вот у меня на экране есть мой прекрасный Инстаграм, и у меня есть самая простая механика, которая встречается практически всегда, это выдача лид-магнита, то есть какого-то материала по кодовому слову. Вот возьмем мой последний пост, здесь идет Reels, и нужно написать кодовое слово «система». Я изначально писал самостоятельно ответы, и я не рекомендую сразу же запускать автоматизацию, пока вы не поймете, что Reels действительно начинает набирать, иначе вы просто будете кучу времени тратить на то, чтобы каждый Reels подцепить к автоматизации. Вот мне пишут кодовое слово, приходит человеку ответ на это кодовое слово, и далее что происходит? Далее происходит сообщение в Директ, вот такое сообщение: чтобы получить материал, нажми на кнопку ниже. Здесь в веб-версии не показывается эта кнопка, но вот сейчас вот здесь вот вы увидите, как это выглядит в реальности у человека, то есть ему приходит ссылка на Telegram-бота, и далее этот человек может провалиться в Telegram-бота. Вот так вот выглядит Telegram-бот, где ему присылается гайд и ссылки на мой Telegram-канал и на мой YouTube-канал. Соответственно, сразу же я набираю себе подписчиков в Telegram, я набираю себе подписчиков на YouTube, я завожу людей в воронку, потому что этот бот рассылает сообщения, и можно людям рассылать сообщения в личку. То есть я сразу же много действий автоматизирую. Если я делаю это с помощью ChatPlace, то в ChatPlace, вот сейчас мы в ChatPlace, есть автоматизация, и здесь можно создать автоматизацию. Можно создать ее с помощью ИИ, но я не рекомендую, это будет здесь неудобно, только если у вас нет внешнего ИИ, и вы пользуетесь только, допустим, ChatPlace, да, можно так сделать. Но если у вас есть внешний ИИ, который знает о вас информацию, потому что ChatPlace вы будете объяснять про вас информацию еще, кто вы такой, чем вы занимаетесь, какая у вас ЦА и так далее, это будет очень долго. Поэтому сейчас покажу еще разницу на системе, которая знает про вас и не знает ничего про вас. Поэтому здесь раньше, да, если у меня не было ИИ, то я бы здесь начинал создавать автоматизацию, выбирал бы чат-бот или кодовое слово и, соответственно, сам бы эти автоматизации делал. Как это выглядит внутри? Давайте посмотрим. Вот, допустим, вход с Инстаграма. Вот первое сообщение, потом действие, пошло дальше, переход в бота и присвоение метки, чтобы потом этого пользователя можно было вести дальше. И раньше я бы это делал руками. Как я сейчас это делаю? Давайте посмотрим. Вот вы видите на экране мою систему. Еще раз говорю, как работает моя система, я рассказывал в предыдущем своем видео. И здесь я голосом просто наговариваю, что нужно сделать. Например, вот здесь вот мы формировали сообщение. Здесь понятно, что чат уже сжался, и я не вижу первых сообщений. Ну, суть, я думаю, что понятно, да? Здесь мы формируем сообщение, которое будет отправляться людям, которые зашли в Telegram-бота. Далее мы формируем автоответы на комментарии. Вот он предлагает мне свои собственные автоответы. Это я бы все делал внутри. Каждый автоответ я бы прописывал, писал бы. А здесь я все это делаю, давая инструкции голосом. Я ему говорю: мне не очень нравится, давай переделаем. То есть, и смотрите, в чем плюс, да? Я могу в процессе что-то вносить свое очень быстро. То есть мы такую воронку собрали там за, ну, может быть, за час, может быть, за полтора. Хотя, если бы я собирал это внутри, я бы провозился часа 3-4 точно. И плюс я еще параллельно какие-то вещи делал. И он мне накидывает сразу же список сообщений, которые он будет отправлять людям, когда они будут отвечать мне слово «система». То есть мы таким образом общаемся. И видите, здесь сразу же идет вызов Cloud AI ChatPlace, то есть он вызывает ChatPlace по MCP и сам настраивает вот эти вот воронки, которые мы сейчас посмотрели внутри этого ChatPlace. То есть это очень удобно, потому что вы можете вашим агентам, вашей ИИшке общаться голосом с ними. Только нужно, наверное, либо Claude, либо Codex, но еще лучше вот моя система, потому что она помнит про меня все, она знает про меня все. Чуть позднее покажу прямо вот на наглядном примере, в чем разница. Сбор статистики. У меня есть вот такой вот бот. Это моя собственная разработка. Он что только не делает. Публикует в Instagram контент. Он смотрит, сколько у меня отписалось человек на мой Telegram-канал. Но это чуть позже расскажу, да. Вот буквально статистика за несколько дней. За вчерашний, да, посмотрите, подписались 6 человек, и каждый день он это все присылает. Значит, в чем здесь
Плюс, что он мне присылает статистику по Инстаграму. Вот так вот выглядит у меня статистика по всем площадкам. Вот цифры недели, все, пошла статистика. И здесь у меня есть метрики по Инстаграму. То есть какой у меня был прирост или падение по Инстаграму. Какое количество постов, сколько новых подписчиков, просмотры сторис, сколько сторис, там топ-3 поста. И все это я могу вытягивать. Но в сервисах, которые я вам сегодня буду показывать, не вся есть эта информация. Есть частично, но не вся. Какая именно, сейчас чуть позже посмотрим. Эту информацию мы можем получить, если у нас есть свой собственный API-ключ, свое собственное подключение. Об этом я расскажу в следующем ролике, где покажу, как подключить API-ключи к Инстаграму, и возможность собрать такую статистику у вас тоже будет. Кстати, если хотите себе такого бота, можете написать мне в личку, я вам лично такого создам и такого настрою. Теперь давайте поговорим про анализ аккаунта в Инстаграм. Очень частая тема в Инстаграме, я вижу, типа, вот промпт, вот подключение, все легко, тык-тык-тык, нажал, подключилось, все заработало. Давайте проверять. Мы уже с вами посмотрели, как подключать кастом-коннектор к Клоду, и, соответственно, у меня уже подключен MCP. Вот что я сделал. Я создал новый чат и спросил, у тебя есть подключение к ChatPlace? Специально простым языком ему здесь говорю, чтобы не перегружать вас сложными промптами. Он говорит, да, есть подключение к ChatPlace. Я говорю, я хочу отправить тебе промпт, где он будет на английском. Я этот промпт взял из официального аккаунта ChatPlace. Если что, это не реклама, просто я этим пользуюсь. И промпт действительно хороший. Я вам его тоже оставлю. В боте будет под этим видео. Если перейдете в бота, он этот промпт вам отдаст. Я этот промпт сюда вставляю. Он мне говорит, что по этому промпту шаблон с незаполненными полями. Тебе нужно заполнить вот такие-то поля. И он еще говорит, я буду использовать VidIQ, потому что VidIQ у меня тоже подключен к этому Клоду. Я ему говорю, нет, VidIQ использовать не надо, чтобы был чистый поиск. Даю ему свой аккаунт, даю информацию по нише, и видите, он здесь меня не знает. То есть он меня буквально спрашивает, хотя как будто бы это Клод, и я в нем вроде бы даже работаю, тут какая-то информация про меня есть, но большую часть своей работы я провожу внутри своей ИИ-системы, где есть и Клод, и OpenAI модели, куча всяких инструментов, поэтому я вам покажу разницу между вот таким запуском и другим запуском. Ну и, соответственно, все, он там какую-то работу поделал и начинает мне выдавать. В целом, минус таких выдач. И сразу же скажу тем, кто вот ищет волшебную таблетку, типа я сейчас какой-то промпт скачаю, подключусь и все, я пойму, что делать с моим Инстаграмом. Во-первых, он не знает контекста, он не понимает вообще, что вы делаете, он строит гипотезы, он не знает в целом каких-то особенностей ваших, маркетинговых особенностей, он просто дает среднюю температуру по больнице. И вроде бы текста кажется, что много, типа вау, он мне сделал 3 реальных конкурента, там разобрал, что мне поменять в био, разобрал там весь мой аккаунт, все вроде бы классно сделал, там огромную стратегию написал, посмотрите, анализ рынка ниш, контент-матрица, упаковка профиля, короче, читать не буду, очень много. Ну, вроде бы человек сказал бы, о, супер, круто, да, но если вчитываться, то полезного здесь 30%, наверное. Потому что, как бы, ну, некоторые вещи вообще не применимы. Поэтому вот такие вот промпты, просто закинутые в ИИшку, если она не обучена у вас чему-либо, они практически никакой пользы не несут. Теперь давайте сравним, как тот же самый промпт в том же самом Клоде по-другому себя показал. Здесь я уже просто говорю, для подключения к ChatPlace MCP используй информацию обо мне, которую ты знаешь из других чатов, из других workspace. Если тебе нужно будет эту информацию найти, используй субагентов, чтобы это сделать. Также зайди в мой Telegram, в избранное, и забери оттуда промпт. То есть я даже промпт сюда не вставляю. Я просто даю ему задачу. И в этом принципиально отличие такой системы. И здесь в чем преимущество? Он тоже дает там не супер качественный ответ. Например, вот его ответ. Он тоже довольно большой, тоже довольно подробный. Сейчас не будем здесь останавливаться, потому что это информация про мой аккаунт. Но я могу дальше здесь с ним глубоко пообщаться, обсудить какие-то гипотезы, план дальше, да, и мы начинаем с ним сразу же отрабатывать план. В этом преимущество работы с ИИ, что не просто ты сделал какой-то анализ, а ты сразу же начинаешь работать с этим. Вишенка на торте, просто вот хочу вам показать это прекрасно. Я говорил, что есть сервис сбора аналитики Epify, я подключил его API, заходите в свой личный кабинет, нажимаете Settings, нажимаете API и Integration, получаете свой ключ. Я это делал через кодекс. Как мне подключить аналитику Instagram через сервис Epify, что вообще я могу делать через него? Окей, он мне собирает информацию, классно, пошел, посмотрел, узнал, как это подключить. Я говорю, я хочу просто скинуть API-ключ. Он говорит, это не очень безопасно. Я говорю, ну тогда сделай мне файлик. Я в этот файлик вставлю ключ. Это, кстати, классная идея, берите себе, чтобы не вставлять ключи внутрь диалога с ИИшкой, потому что диалоги все остаются на сервере. Вы можете попросить его открыть файл, вставить туда ключик, и он потом из этого файла ключик заберет для подключения. Все, он просит меня вставить аккаунты Инстаграма. Все, он говорит, окей, все, поехали дальше. И дальше я прошу его точно такой же промпт, вот он как бы здесь есть, тоже на английском языке, я ему его отдам, запустить, чтобы сделать то же самое, что мне делал Клод и вот моя система. Но ржака здесь, друзья, в том, что вот он мне пишет,
Лучше всего работают не абстрактные новости про ИИ, а связка. Узнаваемая бытовая и бизнес-боль, конкретный результат, кодовое слово в комментариях. И вот мне скидывает примеры, да, сейчас мы посмотрим, и вы прожете. 3,5 миллионов просмотров, типа, для меня, да, давайте откроем и посмотрим, что он мне рекомендует. Кот пукает в ванной. Просто лайк. Я не знаю. Ладно, давайте еще посмотрим. 17 миллионов просмотров. Как готовить оливье? Это точно мне подойдет. Ладно, может быть вот это? 8,9 миллионов просмотров. И девочка стрижет волосы, и мультики. Ну, в общем, я думаю, что тут как бы все понятно. Нет смысла даже прям сильно останавливаться. Короче, аналитику через Apify даже можете не париться и не пытаться вот это сделать, да, потому что, ну, никакого смысла нет, никакой полезности в этом нет. ChatPlace вполне себе закрывает этот вопрос. Что еще хотелось бы показать? Это Upload Post и это Metricool. Я зашел в каждый из этих сервисов. Metricool, сразу же скажу, умеет публиковать Trial Reels. И это то, что важно. Если сервис не умеет публиковать Trial Reels, вы очень большой кусок возможностей вообще теряете. Metricool умеет публиковать Trial Reels, но он не дает проверить вообще возможность работы по API без оплаты плана. Он сразу же требует оплату. Сразу же говорит, заплати минимум $20, потому что API, извините, но недоступно. Upgrade your plan, он говорит. Вот. Но здесь есть через его интерфейс загрузки, здесь можно создать пост, и здесь есть Trial Reels. То есть можно story создать, можно Reels, можно посты карусели, можно... То есть, ну, в принципе, для удаленной работы можно, но для работы с ИИ-агентами не получится. По API у Metricool тоже нет возможности подключения, поэтому мы его убираем, отбрасываем. Возможность загрузки есть у Upload Post. Upload Post позволяет загружать, вот я тоже зашел уже в сам аккаунт, провалился. Что он может делать? Можно грузить сюда медиа, грузим файл, и он сразу же может публиковать на несколько площадок. В Instagram, в YouTube, в том числе работая через MCP, здесь есть подключение. Вроде бы все классно, но нет Trial Reels. То есть мы не можем публиковать Reels в Trial, и мы не можем публиковать в YouTube в отложенные посты. Это тоже супер вообще принципиальная вещь лично для меня. То есть я сразу же наперед делаю контент, и мне важно, чтобы в отложенные посты в Trial, в отложенный постик в Instagram я мог публиковать. Поэтому вот такие системы мне не подходят, они подойдут тем, кто делает, ну, допустим, контент-заводы, кто выпускает там 100, 200, 300, 500, 1000 роликов в месяц и льют на разные площадки. Вот эти вот системы вам подойдут, это точно классная история. Но и в заключение я хочу сказать о том, что сегодня мы поговорили о важных вещах, о том, как подключать ИИ к Инстаграму, какие есть сервисы, которые значительно упрощают вашу жизнь. Но ни один сервис не содержит в себе всех необходимых функций. И статистики, и управление директом, и управление публикациями, и возможность анализа конкурентов. Ни один сервис в себе это не содержит. Только кастомные сборки, только собственные сборки, только собственное подключение. Как это сделать, я расскажу в следующем своем ролике. Я дам вам там инструкцию. Поэтому вот тут внизу под этим роликом обязательно нажимаем лайк. Чем больше лайков под этим видео, тем быстрее я выпускаю следующее видео. Если у вас остались какие-то комментарии по тем сервисам, которые я сегодня показывал, если у вас есть собственные сервисы, которых я сегодня не назвал, вы можете тоже писать об этом. Все материалы будут внизу, ссылки на сервисы будут внизу, а материалы из этого видео будут у меня в боте. Переходите в описание, смотрите, подписывайтесь, ждите новых роликов, скоро они уже будут. С вами был Илья, мистер Супер Нью. Пока.